привет! Меня зовут Алла Глыва, я туристический эксперт и руководитель туристической компании Турбар. И сегодня мы селимся в гостиницу Rio Palace Punta Cana. Гостиница из всего комплекса самая новая, построена в 2018 году. На самом деле очень ощущается на фоне тех, которые мы как раз предыдущие много посмотрели. Очень много пространства в холле, ресепшн просто удивительный, просто стойкий, как в аэропорту, ну и как здесь кормят, и атмосфера, ну и номер. Мы заселились, нумерация тут, конечно, караул, не с первого раза, поэтому если у вас номер будет не тысячный, знаете, вы на первом этаже. Мы просто только что долго искали. Там санузел потом покажу, шкаф, халаты, мини-бар, вода. Сейчас хочу сразу проверить, что у нас есть в мини-баре. Кофеварку уже вижу. А в мини-баре, собственно, стандарт. Софты и пиво. 2 кровати. Ой, смотрите, какая прелесть. Это надо снять крупненько. Смотрите, какая прекрасная тетя. Rio Palace написано. И Сигара Коиба. Фанни читается. 2 кровати. Диванчик. И балкон. Мне нравится в Рио, кстати, это одни из немногих отелей, несмотря на то, какие из них, это сетка, что можно открыть дверь, если вам хочется воздуха или тепла, не знаю, потому что кондишены, конечно, всегда валят. Есть сетка, и комары вам не страшны. Ну и у нас прекрасно видно фонтан. И санузел. Направо душ. 2 умывальника и туалет за дверью. Итак, по поводу полотенец. Здесь не так, как во многих отелях. Здесь все еще выдаются полотенца по карточкам. Что касается а-ля карт ресторанов, предварительно их резервировать не нужно. Вам выдаются пейджеры, и вы становитесь в очереди. Когда пейджер замигает, вы можете подходить, это значит, что ваш столик готов. Ключевое для кого данная гостиница, наверное, все-таки для тех, кто ставит приоритет себе красивый океан, проводит много времени именно на пляже, потому что, как мы знаем, все равно туристы делятся на 2 части. Есть те, которые больше сидят в бассейне, потому что там хорошая музыка, активности и поближе бар, и те, кто приехал поплавать именно в море или океане. На данный момент мы говорим об океане, он здесь, я уже сказала, прекрасен. И семейные. Мне кажется, здесь достаточно много отдыхает людей с детьми. Также будьте готовы к тому, что много отдыхает наших соотечественников, так как наша гостиница, в которой мы на данный момент находимся, это Rio Palace Punta Cana, очень идет по такому сочетанию цены и качества, я бы сказала. Вот. И, конечно, много из Латинской Америки. Пляж во всех Рио, очень классный вход, нету водорослей, именно когда купаешься, это очень удобно. То, что они есть на самом пляже, их чистят, на самом деле не проблема переступить, потому что очень неприятно купаться именно когда водоросли в самой воде. Здесь с пляжем все в порядке. Океан!
предлагают везде. Ларимар — это вот такой голубой камень. Я уже в двух разных местах жила. Сначала подвеску черепашку, потом сережки на острове Бакарди. И сейчас нашла черепашку-браслет. Могу сказать, что это нереально работает у них на пляже, имею в виду. Просят много чего. Но это так мило, вы же все девочки. Боже, я прям даже шампанское отставлю. Хочется сказать, такие богатства мира. Шучу, конечно, про богатство, но в любом случае вот какой-то такой наборчик будет очень круто смотреться не только на Великане, когда вы отдыхаете, но и в любой другой стране. Вот какой-то классный, летний, летящий сарафан. Обязательно торгуйтесь, особенно если вы берете чего-нибудь несколько. Это, конечно, не арабские страны, но они нормально уступают. Браслетик, например, уступили за 15, был 30, так что торгуйтесь. Ресторан у пляжа. Несмотря на то, что это на пляже ресторан, ну, нормально так еды, фруктами завалено. Японский уголок. Пару пляжа. Это то, что я взяла на обед. Суп. Уголочек у них есть японский. Пицца, рыба, мясо попробовать. Овощи, гриль. Вот с лососем яйцо, помидоры и фрукты. Надеюсь, не лопну. Шел тропический дождик, все прибежали кушать, и на случай дождя, чтобы не летели брызги, вот такие вот занавесы ребята откручивают. Народа уже прям совсем. Ну, как я показывала, есть куча магазинчиков в Рио комплексе, и купить, конечно, здесь можно все что угодно. Я вот, например, купила такую футболку, только розовую. Магниты, бусы, косметички, сумки, туники. Детская дискотека в Рио Пелес Пунта-Кана. Вы знаете, завтра уже переезжаем в другой отель. Сегодня последний вечер. Был вот прям целый день в отеле. И могу сказать, что иду счастливая. Затанцевалась сальса, накупалась в океане. Точно знаю, что пойду сейчас на ужин, покушаю вкусную еду. Не знаю, что добавить. Просто выбирайте сами, исходя из всего того, что я вам наговорила. Одно самое такое важное хотела вам сказать. Вот эта вот улочка, которая между Рио с магазинами, почему-то у них очень не продумано. Работают все магазины до 6, до 6:30. Соответственно, после ужина прогуляться и купить какие-то подарки или сарафанчики, как, например, этот, у вас не получится. Поэтому, если вы планируете походить по магазинам, делайте это до вечера.
много выводов об отеле, контрастные, честно, такое вот прям ощущение от отеля, потому что, например, сливы во многих номерах плохо работают. Ресторан основной, ну, у меня лично ощущение, там такое огромное пространство, ощущение немножко столовой, но при этом всем питание обалденное, море классное, именно вход, потому что мы знаем, в Пунта-Кане много в каких отелях, в каком бы сезоне вы ни приехали, всегда будут водоросли именно при купании. Здесь идеальный в этом плане пляж. Очень классная анимация. Если у вас есть цель научиться танцевать бачату, сальсу или зумбу, вы это обязательно здесь делаете, потому что мальчик молодец. Ну а подходит вам данная гостиница или нет, решать вам. В любом случае подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить обзор отеля, который подходит именно вам. Ну и ждем, конечно же, ваши запросы. Я и моя команда в вашем распоряжении.